Всем привет! Сегодня мы поговорим о мощности свечей и как с их помощью анализировать рынки. Свечи мы будем использовать не такие, а японские. Вначале я расскажу про японские свечи, покажу всю их изнанку, а после этого покажу их практическое применение в области торговли, в теории и на реальных графиках. Поехали! Свечи были придуманы как один из способов анализа графика цены. Я уверенно могу сказать то, что японские свечи являются одним из сильнейших индикаторов. И если научиться их читать, а именно делать анализ свечного графика, сопоставлять график с паттернами и трендом, то торговля в плюс будет для вас стандартной ситуацией. Перейдем к матчасти. Перед собой вы видите классическую японскую свечу. У свечи есть тело, жирная часть, и тени, тонкие отростки из тела. Свеча показывает нам диапазон движения цены в определенный промежуток времени и строится по 4 основным точкам OHLC. Данная аббревиатура расшифровывается как O – открытие, H – высокая точка, L – низкая точка и C – закрытие. Давайте разберем более подробно. Допустим, мы смотрим на часовую японскую свечу какой-либо ценной бумаги, которая показывает нам диапазон движения цены за час. У свечи есть стоимость на начало часа, стоимость на конец часа, а также максимальная и минимальная цена в пределах часа. Расстояние от начальной стоимости и конечной стоимости формирует тело свечи. Если в начале часа стоимость была ниже, а в конце выше, то свеча является бычьей, что говорит нам о том, что цена за час выросла. И такая свеча закрашивается зеленым цветом, либо по классике белым. Если же цена входа выше, чем цена выхода, то свеча является медвежьей и закрашивается красным или черным цветом в зависимости от графика. Я предпочитаю работать с зелеными и красными свечами. По моему мнению, они более интуитивно понятны. Теперь я покажу наглядно, как строятся свечи на графике цены. Допустим, у нас есть график движения цены. Ось Y у нас показывает стоимость, а ось X – время в часах. Как мы видим, внутри часа стоимость прыгает, и такой график достаточно тяжело читать. Давайте построим 3 свечи на основании этого графика. Возьмем первый часовой промежуток движения цены. На часовом промежутке мы определяем 4 важные точки, которые и будут формировать нашу свечу, а именно O – открытие, H – самая высокая цена, L – самая низкая цена, C – цена закрытия. Теперь по этим точкам спроецируем линии на свечной график и построим свечу. Помним, что тело формирует 2 точки O и C, цена открытия и закрытия, а тени формируются точками H и L, максимальной и минимальной ценой. Так как цена открытия выше цены закрытия, то свеча является медвежьей, и мы закрашиваем тело свечи в красный цвет. Теперь я построю по той же схеме оставшиеся 2 свечи. Вот таким образом график слева выглядит в виде свечей. Представление графика цены в свечах позволяет нам более точно увидеть основную тенденцию рынка. Не обращать внимания на микродвижение цены и видеть ситуацию более глобально. Свечи могут быть с тенями, а могут быть только с одной или вообще без тени. А также тело может быть как большим, так и маленьким, либо совсем нулевым, когда цена открытия совпадает с ценой закрытия. Размер тела и теней показывает нам настрой на рынке. Если бычья свеча с большим телом, то значит рынок перенасыщен покупателями. Идет бычье движение. Опять же, если у свечи большое тело красное, то это уже говорит о силе продавцов. Дальше я покажу вам способы чтения группы свеч для предугадывания дальнейшего движения цены. Но вы не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы я и дальше смог вас радовать подобными видео. Для меня ваша реакция очень важна. Не забываем также писать комментарии, я отвечу каждому. Поехали дальше. Было замечено, что при определенных ситуациях на свечных графиках можно предсказать дальнейшую цену. Такие повторяющиеся ситуации называются паттернами. Сейчас я вам покажу паттерны, которые дают наибольшее количество правильных прогнозов. Также в некоторых случаях я продемонстрирую, как паттерны работают на реальных графиках.
Начнем с паттернов из одной свечи. Первым идет молот. Молот является моделью одиночной свечи. Он состоит из короткого тела с длинной нижней тенью и практически без верхней тени. Молот считается признаком надвигающегося бычьего разворота, а это означает, что если вы его увидите во время нисходящего тренда, рынок может вот-вот отскочить вверх. Данная ситуация происходит тогда, когда продавцы толкают цену к новым минимумам во время сессии, но не могут удержать ее там. Вместо этого покупатели начинают сопротивляться, и рынок в конечном итоге приближается к цене открытия. Молот может быть как красным, так и зеленым. Если молот красный, то рынок закрылся немного ниже цены открытия. Если он зеленый, то рынок закрылся выше цены открытия, и это означает, что сигнал является более сильным. Чтобы понять, что перед вами молот, следует обратить внимание на длину тела по сравнению с тенью. Тень должна быть в 2-3 и более раз длиннее тела свечи. Покажу недавний пример на бумаге British American Tobacco. Мы смотрим недельные свечи и видим, что шел нисходящий тренд, а потом быки отстояли цену и образовали молот, после которого рынок развернулся и перешел в восходящий тренд. А мы переходим к следующему паттерну. Паттерн перевернутый молот. Как и следует из названия, это паттерн, который представляет из себя паттерн молот. Только в этот раз верхняя тень длиннее в 2-3 раза, чем тело, а нижняя тень практически отсутствует. Ценовое действие внутри противоположно тому, что происходит при молоте. А именно, первоначально быки берут вверх на сессии, отправив рынок вверх после нисходящего тренда, но разворот не закрепился. Медведи позаботились о том, что цена к концу сессии осталась примерно там, где и начиналась. Однако продавцы не смогли возобновить нисходящий тренд. А это признак того, что тренд может измениться. На примере графика Евро-USD мы видим небольшой нисходящий тренд, который разворачивается перевернутым молотом. Сейчас я показал два паттерна бычьего разворота. Есть аналогичные два паттерна медвежьего разворота. И сейчас я их покажу. Паттерн повешенный. Выглядит точно так же, как молот, но появляется в конце восходящего тренда. Как и молот, он сигнализирует о надвигающемся развороте. Однако на этот раз бычий рост может вот-вот смениться медвежьим рынком. Продавцы сумели снизить цену актива на сессии, прежде чем успели отбить покупателя. Однако покупатели не смогли возобновить ралли, что указывает на то, что импульс может вот-вот измениться. Возьмем пример Норникель. На дневном свечном графике мы видим, как восходящий тренд прерывается после того, как на графике образуется повешенный, и цена на бумагу начинает идти вниз. Паттерн падающая звезда. Паттерн является копией перевернутого молота, но во время восходящего тренда, и он называется падающей звездой. И это еще один сигнал потенциального бычьего разворота. Ценовое действие такое же, как и при перевернутом молоте. Поскольку данное действие происходит на вершине восходящего тренда, может последовать разворот. На графике Morgan Stanley с месячными свечами мы можем увидеть паттерн падающая звезда, который меняет тренд с бычьего на медвежий более чем на год. Теперь перейдем к примерам паттернов, состоящих из двух свеч. Один из них – это бычий паттерн поглощения. Первая свеча красная, продолжающая нисходящий тренд. За красной свечой следует зеленая, которая полностью ее поглощает. Это означает, что рынок открылся ниже, а затем прошел мимо максимума предыдущего периода. Несмотря на неудачное начало сессии, то есть когда рынок открывается ниже уровня предыдущего закрытия, вторая свеча в бычьем поглощении демонстрирует сильный восходящий импульс. Верхние и нижние тени должны быть малы у второй свечи, так как рынок в данном паттерне заканчивается на пике периода или около его, едва опускаясь ниже уровня открытия. Данный паттерн говорит нам о том, что на рынке возобновляется покупательское настроение и ожидается новый восходящий тренд. На графике Фосагро мы видим пример из двух бычьих поглощений. Первое бычье поглощение толкает цену вверх, дальше начинается медвежья сессия, которая также прерывается бычьим поглощением. И опять цена идет к новым вершинам.
Также рассмотрим паттерн медвежьего поглощения. Паттерн медвежьего поглощения похож на предыдущий паттерн бычьего поглощения, только действует в обратном направлении. Медвежье поглощение состоит из зеленой свечи, за которой сразу же следует красная. Причем вторая полностью затмевает предыдущую. В примере данного паттерна вторая сессия приводит к резкой смене направления. По мере того, как на рынок выходит все больше и больше продавцов, предложение растет, а спрос падает. Это знаменует собой возможное начало нисходящего тренда. Как и в случае с бычьим поглощением, ищите вторую свечу, тень которой практически отсутствует на обоих концах. На графике Blizzard мы можем увидеть паттерн медвежьего поглощения, который меняет ход рынка. Дальше я вам расскажу про два паттерна: вершина пинцета и нижняя часть пинцета. Это два паттерна, которые тяжелы для понимания. В данном видео я покажу идеальную модель, но она практически не встречается. Опять же, это только ознакомление. И если вам зайдет такое видео, то в следующих видео я рассмотрю более сложные паттерны и проблематику их определения на реальных графиках. Паттерн вершины пинцета. Данный паттерн представляет собой две одинаковые свечи, за исключением того, что первая свеча зеленая, а вторая красная. Эти две свечи появляются на вершине восходящего тренда. В идеале у обеих должны быть короткие тела с длинными верхними тенями. Данный паттерн говорит нам о том, что покупатели дважды пытались подтолкнуть рынок к новым локальным максимумам, но оба раза потерпели неудачу. Во второй раз рынок вернулся к открытию первого периода. Эта часть симметрии является ключом к тому, что импульс идет на убыль, и возможный медвежий бег неизбежен. Вы можете также заметить вершину пинцета на рынке, который в настоящее время находится в нисходящем тренде. Но данный паттерн по-прежнему считается медвежьим сигналом, но не таким сильным, как во время восходящего тренда. Нужно сказать, что данный паттерн, как и следующий, не всегда образуется свечами, которые следуют друг за другом. Рассмотрим аналогичный паттерн. Это нижняя часть пинцета. Основание пинцета состоит из двух свечей, которые кажутся идентичными, за исключением того, что первая красная, а вторая зеленая. В идеале обе свечи должны иметь короткое тело и более длинные нижние тени. Две одинаковых нижних тени указывают на то, что продавцы пытались снизить цену на каждой сессии, но оба раза их оттеснили покупатели. На второй сессии покупатели отправили цену выше открытия. В данном случае мы ждем новый восходящий тренд. Теперь мы переходим к заключительной части по паттернам и рассмотрим паттерны, состоящие из трех свечей. Паттерн 3 белых солдата. Паттерн состоит из трех зеленых свечей, которые следуют за длинной красной сессией. Первая зеленая свеча должна закрыться примерно наполовину от диапазона предыдущей красной свечи, а вторая свеча должна закрыться выше открытия красной сессии. Третья длинно-зеленая свеча, сигнализирующая о том, что восходящий тренд идет полным ходом. У каждого из трех солдат должно быть более длинное тело, чем у предыдущего по мере нарастания покупательского импульса. Но это в идеальных условиях. Не всегда следует смотреть на этот признак. Паттерн появляется после резкого нисходящего тренда. Технический анализ говорит нам о том, что перед нами один из самых сильных признаков того, что произошел разворот. Один из примеров трех белых солдат мы можем увидеть на графике Норникеля с дневными свечами. Вначале образуется зеленая свеча, которая доходит выше половины красной сессии. Следующая свеча перекрывает красную сессию, а третья свеча также толкает рынок вверх. Этот пример не является идеальным, так как третья свеча не превосходит по размерам вторую. Но в данном случае мы опускаем этот признак, как я и говорил ранее. Также рассмотрим аналогичный паттерн 3 черных вороны. Паттерн появляется после резкого восходящего тренда. В данном случае паттерн состоит из трех красных свечей, которые следуют за длинной зеленой сессией. Первая свеча должна закрыться примерно на 50% от диапазона предыдущей зеленой свечи. Вторая свеча должна закрыться ниже открытия зеленой сессии. Третья, длинная красная свеча, сигнализирует нам о том, что нисходящий тренд уже идет полным ходом. Так же, как в паттерне 3 белых солдата, в этом паттерне каждая последующая свеча должна быть больше предыдущей.
Но опять же это в идеальных условиях. Не всегда третья свеча больше второй. Пример будет опять же на графике Норникель. Мы видим восходящий тренд, который пресекается паттерном 3 черные вороны, который говорит нам о том, что будет разворот рынка, что собственно и произошло. Итак, мы с вами рассмотрели одни из основных паттернов. Если вам понравилась эта тема, то позже я сделаю еще одно отдельное видео, где расскажу по свечам и работе с ними более подробно. Пробегусь по паттернам и сигналам. Также больше паттернов и сигналов вы можете найти на моем телеграм-канале. В своем телеграм-канале я публикую мысли по поводу рынка, даю свое видение по поводу новостей, а также публикую интересные наблюдения по инвестициям. В описании видео есть ссылка, подписывайтесь. Стоит оговориться, что не всегда паттерны срабатывают как нужно. Паттерн – это лишь предположение, основанное на теории вероятности. И это предположение может быть неверным, в том числе из-за новостного фона, либо исходя из общего тренда цены на бумагу. Но исключение лишь подтверждает правило. И правильный анализ плюс опыт будет давать вам большой процент плюсовых сделок. Ну а на этом все. Увидимся в следующих роликах.